Добрый день, гости и подписчики моего канала. Сегодня я хотел такой видос показать вам, как себя ведет чугунная плита спустя почти 4 месяца эксплуатации. Я видео в описании выложу, в котором я показывал, как я ее завариваю. А для тех, кто того видоса не видел, вкратце расскажу. У меня была чугунная плита, состояла она из 3 частей, то есть она была цельная, потом получается температура распалась на 3 части, и чтобы ее не выкидывать, я ее решил восстановить, заварил. Ну и сейчас покажу, что с ней случилось спустя 4 месяца активного использования зимой. Выкладывал я видео по заварке данной плиты где-то в конце ноября. Сейчас начало марта, то есть, как вы понимаете, зима уже прошла. Печкой уже так активно не пользуюсь. Вот. Ну, сейчас покажу печечку. Ну а перед тем, как я продолжу, поставьте лайк, друзья, подпишитесь на канал и включите оповещания о новых видео. Вам это не трудно, а меня это мотивирует на создание новых видео. Вот сама плита, друзья. Вот печка. И вот сама вот эта чугунная плита, которую я восстанавливал. Вот. Дальше у меня вот такая вот лежаночка, получается, идет после этой плиты. Ну и вот здесь, получается, колодцы, здесь грубо. То есть данная печка отапливает еще смежную комнату. Еще раз вот так вам покажу, как это выглядит. Итак, давайте сейчас открою кольца, сниму, чтобы было лучше видно. Одно, второе. Вот. Так, подальше уберу. Итак, как я говорил в начале видоса, состояла она из 3 частей. Вот первая часть. Вот я показываю. Это был первый кусок. Как видно, я шов положил здесь. С внутренней стороны так же само положил его. И положил шов здесь. Вот. И с внутренней стороны так же само. Вот это была вторая часть. Вот вторая, от шва до шва. Это была вторая часть посередине. Вот. Как видно, шовчик с внутренней стороны. Так же само я его положил. И вот шовчик. С внутренней стороны тоже я его положил. Ну и понятно, вот это третья часть. Вот, третья часть, на которой кружки находятся. Вот, в чем секрет, сейчас я вам расскажу. Мне повезло, что плита распалась таким образом, что трещина была здесь и здесь. То есть вы поняли, да, на всю ширину плиты. Если бы, скажем так, трещина была только вот в этом, допустим, только в этом месте, здесь бы было целый чугун, то есть не треснутый, а в этом месте треснул, например. Я бы положил сварной шов только в этом месте, поверьте, треснуло бы еще где-то. Вот, потому что здесь бы расширение было больше, у чугуна расширение меньше, и треснуло бы еще где-то в каком-то месте. Поэтому мне повезло, что трещины, вы поняли, на всю ширину
то есть и здесь трещина вот так, и вот сюда она пошла. То есть на всю ширину чугунной плиты. Поэтому, когда я шов положил с двух сторон, вот здесь и здесь, получается, расширение идет одинаково, что с этой стороны, что с этой стороны у металла. И получается, как бы чугунная плита при температуре играет, и из-за этого она не трещит. То есть она не может лопнуть, потому что заварена, считайте, на всю ширину плиты. Вот. Так что вот такой вот нюанс. Если уже, например, у вас трещина в каком-то месте, например, здесь, ну, возьмем, например, вот здесь появилась трещина, а с этой стороны у вас целая. Рекомендую разрезать эту сторону и положить сварной шов. Ну, для чего я вам объяснил, чтобы расширение было одинаковое. Если этого не сделаете, то плита треснет где-то еще. Вот, как бы вот такой вот нюанс. Еще раз поближе вам покажу, что плита целая, больше трещин не было. Вот положил я 2 шва на ширину плиты, и больше ни в каком месте не потрещало. Вот это был первый шов на всю ширину. И вот это был второй шов на всю ширину. Двухсторонний только. И с внутренней стороны плиты только также я варил. Ну, повторюсь, ссылочку в описании на видео, где я варил, как варил. Я все объяснял. Вот так вот, друзья. Так что этот способ действительно рабочий. Пользуйтесь, не выкидывайте старые печи. Новые плиты, я имею в виду. Новые, вы сами знаете, какого качества. И платить за такое качество такие бешеные деньги, я думаю, не стоит. Лучше, если у вас все есть для восстановления плиты, сделать это самому. Ведь вы сами убедились, что это сделать легко. Все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Не забывайте делиться с другими. Всех благ вам и удачи!